Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня на моем канале самая, наверное, популярная рубрика – это обзор красных ковровых дорожек. Их в 2020 и 2021 году было крайне мало, поэтому каждая у нас на вес золота. И я не могла пропустить премию Brit Awards, которая прошла буквально на днях. Извиняюсь за задержку этого видео, но думаю, вы меня простите, потому что сегодня мы с вами обсудим самые классные, самые неудачные образы этой церемонии, какие звезды выбрали действительно достойные наряды, а чей выбор был сомнительным, поэтому запасайтесь чаем, кофе, водичкой и приступаем к разбору. И начнем, наверное, с самых ярких и обсуждаемых образов, то есть, наверное, самых таких известных селебрити на этой церемонии. И первая знаменитость, с которой начинаются все обзоры этой премии, конечно же, Дуа Липа, потому что, она, в принципе, была звездой этой ковровой дорожки. Ее образ многим показался ярким, запоминающимся, он есть во всех подборках. И конкретно в этот раз она выбрала для себя лук от Vivienne Westwood. Есть определенные вопросы, потому что, с одной стороны, это определенный образ. Кто-то говорил, что это отсылка к Марии Антуанетте. В общем, много-много разных вариантов. Я не могу оценивать этот образ как какой-то образ только для красной ковровой дорожки, потому что он выглядит как сценический. И если мы говорим о формате ковровой дорожки, о премиях, мы должны четко понимать, что мы с вами оцениваем, и с каждым годом эта грань сильнее все стирается, и уже непонятно, то ли это сценический образ, то ли люди иронизируют над модой, то ли просто стилист прогадал. Очень тяжело сейчас кого-либо оценивать, потому что есть тысяча нюансов, почему это классно. Мне на самом деле этот образ нравится как образ, но в рамках красной ковровой дорожки нет. Мне кажется, что не самый удачный образ Дуа Липы. У нее были гораздо более стильные, гораздо более такие даже свежие решения, а это, как-то вымучено, как-то много всего, и здесь тебе, пожалуйста, обувь абсолютно не трендовая, колье. Мне образ не нравится. Мне кажется, что он перегруженный и ближе к вульгарному, граничащим со словом пошло. Вот честно, это вкусовщина, это мой канал, мои обзоры, поэтому я считаю, что образ немножко пошловат. Хотя решение с прической и с макияжем мне нравится, это что-то новое у Дуа Липы, но все остальное пошловато, то есть вот слишком-слишком. А далее Гарри Стайлс, бессменный просто посланник бренда Gucci, и, соответственно, тот лук у него в очередной раз от Gucci. Будем честны, удивительно, что в этот раз обошлось без головного убора, потому что Гарри Стайлс тот еще любитель определенных интересных шляп. Я могу сказать, что это, наверное, один из самых таких носибельных и спокойных образов Гарри Стайлса за последние, не знаю, сколько я обзоров делала в последнее время, за последние 5 красных ковровых дорожек, и мне кажется, что здесь, с одной стороны, есть и ДНК бренда Gucci, но в то же время сохранена определенная классика, но за счет того, что нет вот этих, знаете, головных уборов, как-то выглядит такое ощущение, что ему голову на фотошопе подставили под этот образ. И сумка, кто-то по-любому сейчас напишет, что это женская сумка. Ребят, сейчас уже стерлись все границы, и нет гендера, в том числе и в сумках, и бренд Gucci это поощряет, и Гарри Стайлс, как посол бренда, тоже, мне кажется, с этим согласен. Мне костюм кажется, во всяком случае, интересным, потому что мужчины редко надевают что-то экстра на красной ковровой дорожке, будем честны, а Гарри, если это делает, то делает это по максимуму, и в этот раз он вот немножко сбавил обороты, и по меркам Гарри Стайлса, образ, во всяком случае, интересный. Далее Тейлор Свифт в наряде от Miu Miu, и я не могу сказать, что это прям очень плохо, но в то же время мне не очень нравится. Я заметила, что сейчас есть тенденция к тому, что очень многие знаменитости выбирают устаревшие наряды, то есть это не какой-то ретро-стиль, это не 90-е, не 80-е, не 70-е, как, например, Гарри Стайлс выбирает. Нет, это что-то настолько устаревшее, что еще не стало ретро, то есть нулевые. И посмотрите, конкретно вот этот вот наряд от Miu Miu на Тейлор Свифт выглядит так, как будто бы это не премия 21 года, а как будто бы это премия, 2010-го, то есть 10 лет — это не тот срок для моды, когда тренды того периода становятся актуальными. И мне кажется, что они выглядят немножко устаревше. Есть вопросы, связанные с укладкой Тейлор, но мне в целом на фоне всех ее предыдущих образов это кажется не таким плохим. Очень многие стилисты по волосам постоянно критикуют, кстати, ее челку, и вот все понимают, что это ее отличительный признак, что это часть ее образа, но вот очень многим
даже поклонникам Тейлора, как я читала на форумах, уже надоела челка в таком вот исполнении. И я думаю, было бы здорово, если бы Тейлор, например, поэкспериментировал, но это определенная вкусовщина. Наряд, мне кажется, вот прям устаревший. То есть ничего интересного, но и не настолько там откровенно плохо, как там будут дальше наряды, еще более устаревшие. Билли Портер, ну куда же без него. И, кстати, удивительно, в этот раз его не так, чтобы активно включали в какие-то списки интересных образов. То есть то ли Билли уже сам достиг какого-то максимума, и сейчас уже его наряды не такие интересные, то ли просто надоело экспертам включать его в подборки, и действительно мало в какой подборке его наряд сейчас есть. Он, то есть, и не в неудачных, и не в классных нарядах, что удивительно, и неудивительно с другой стороны, потому что, с одной стороны, это такой Билли, потому что ничего классического он не носит принципиально, мне кажется, у него свое определенное видение и отношение к одежде, к костюму, к появлениям на красных ковровых дорожках. Мне кажется, что это скучно по меркам Билли, и в то же время оценивать это с классической, эстетической стороны, ну, тоже как-то глупо. Мне кажется, что абсолютно проходной и слишком всего много. То есть здесь нет какой-то концепции, здесь нет какого-то интересного посыла, который сразу считывается. Здесь просто, ну, всего сразу эпатировать, и это уже выглядит как даже не запрещенный прием, а как просто прием, который не удался. Далее Рина Савайма, и она выбирает для себя образ от Balmain. Мне, на самом деле, безумно нравится это цветовое решение, очень красивый такой макияж, укладка. Она, знаете, мне напоминает чем-то даже какого-то эльфа, в хорошем смысле, потому что очень нежный образ и не самый типичный для вообще модного дома Balmain. И даже вот это обилие рюш, которое там напоминает Жан-Батисту Валли. И я не совсем сейчас могу даже считывать, что актуально на этой церемонии, именно на этой ковровой дорожке, как одеваться. Если с Мэтт Галла мы понимаем, с Оскаром и Грэмми более-менее понятно, то на этой церемонии нет каких-то таких общих стандартов и правил. Я даже смотрела прошлые года. Нет какой-то вот прям одной тематики, либо это лоск гламурный, либо это экстра, как на Грэмми или Мэтт Галла. Нет, такого нет, поэтому каждый может одеваться, как ему вздумается. И вот если она смотрит в сторону какого-то такого Оскар-наряда, потому что я очень легко представляю этот наряд на Оскаре, то замечательно. И даже рюши, я не фанат вот этих рюш, гофре. Мне кажется, что это пошловато и тяжело это сделать красиво, но в этом образе, в сочетании с этим цветом, который идеально подходит ей по цветотипу, это бомба. Мне нравится, что здесь, кстати, не стали делать цветовые акценты с помощью теней, либо подводки, не сделали это активно фиолетовым, то есть вот настолько прям очевидно, чтобы связать макияж и наряд. Это классно, что вот именно поступили так и оставили естественную красоту ее и не стали вот играться с вот этими цветовыми акцентами. Но, конечно, не только Билли Портер у нас из мужского контингента любит принарядиться эпатажно. Mnek тоже решил эпатировать эту ковровую дорожку. Здесь, кстати, есть перекликание макияжа с нарядом. И мне кажется, что это просто неудачно. Как я уже говорила раньше, это не настолько эстетично, чтобы я оценивала это с точки зрения эстетики, и не настолько сложно, экстравагантно для того, чтобы мы с вами считывали какую-то историю. Это просто откровенно такой наряд для того, чтобы его там как-то обсуждали, но в то же время это не настолько ярко и не настолько провокационно, поэтому, ну, вот даже по меркам мужских каких-то необычных выходов, мне кажется, это не самый лучший образ. Далее трио Little Mix, и, насколько я поняла, 2 солистки из 3 беременны, и наряды у них от Мейсон Марджелла, Давид Кома и Вивиан Вествуд. Очень классно это все смотрится. Мне нравится, как гармоничны их наряды, то есть это абсолютно, если вы внимательно начнете рассматривать наряды, из разных брендов, как я уже сказала, и абсолютно разные стили и посылы. Их объединяет в первую очередь только цвет, и как это красиво, как мне нравится, что девушки, я, возможно, устаревшая, немножко консервативная, не стали беременность показывать как-то пошловато, потому что действительно на многих ковровых дорожках знаменитости пытаются привлечь к себе внимание, выбирают что-то, ну, такое на грани, и здесь мне нравится, что образы получились свежими, чистыми, не утяжеленными, потому что даже посмотрите, у солистки, которая находится в середине снимка, у нее довольно активный макияж глаз, но это не выглядит перегруженно. Здесь нет лишних украшений, здесь абсолютно разные и правильные прически у всех, которые гармонируют с их образами. Просто могу сказать браво их стилисту. Они, кстати, по-моему, взяли премию, да, они брали премию на этой церемонии, и мне кажется, что
что их образы действительно удались и смотрятся эффектно. О, тут, кстати, есть еще Мэйси Уильямс, вот такая вот фотография с Тейлор Свифт. Я ее, если честно, не узнала, мне не очень нравится. Это ее укладка с цветом волос, сочетание с этим макияжем, это имеет место быть, но это вкусовщина, мне не нравится. Возможно, она сейчас снимается в каком-то проекте, который подразумевает такой вот цвет волос, но вот этот тренд на эффект непромытой головы мне не нравится. Это вот, опять же, мой канал, моя вкусовщина. Я не люблю, когда звезды появляются с таким непромытым эффектом. То есть это не мокрый эффект, это именно эффект непромытых волос. Хотя я понимаю, что это определенный тренд. Адам Ламберт выбирает Dolce Gabbana. И вот, нет, честно, мужчины меня как-то не радуют на этих ковровых дорожках, потому что у Адама, опять же, были более интересные и более стильные образы. И бренд Dolce Gabbana очень сложный. Я вам уже не раз об этом говорила, что тонкая грань между высокой моды и скатиться в пошлятину. Бренд Dolce Gabbana очень мало знаменитостей, действительно могут красиво и стильно носить. Вот реально, если звезда умеет носить Dolce Gabbana, это вот определенный класс ее стилиста, либо ее вкуса. Здесь не удалось. Мне кажется, что пошло, неинтересно и вот прям устаревший образ. Такое ощущение, что мы действительно на какой-то ковровой дорожке в 2007, наверное, мне не нравится. Здесь, опять же, история сделать макияж глаз, перекликающийся с костюмом для того, чтобы все это собрать, но не спасает. Это активная роза, этот принт. Вот всего много, всего намешано, и при этом не смотрится гармонично. Цепи нет. Весь образ спорит сам собой, я такие наряды не люблю. А здесь есть противоположность, например, Haim, и они полностью в бренде Zero, и это другое видение моды, которое, наверное, не относится к красно-ковровым дорожкам, это такой более шик-casual, если можно так сказать, что-то про повседневную моду, но вот такое вот было их решение выбрать это для ковровой дорожки, и мне кажется, что за счет того, что их образы сочетаются, все смотрится довольно гармонично. Да, здесь соблюдены все тренды практически, потому что бренд действительно остро трендовый, он любим у очень многих знаменитостей, и его концепция, она близка, вот прям полностью отражена даже, наверное, в том образе, который сделали девушки, которые им подобрали стилисты. То есть это довольно легкий макияж, практически создается иллюзия, что его не существует на лице. Это волосы без ярко выраженной укладки, то есть такое ощущение, что волосы помыли и высушили, все, больше ничего с ними не делали, и все это отражается в этом бренде, и все это отражается в этом образе. Сказать, что мне это как-то нравится? Нет, мне нравится образ солистки посередине, потому что, опять же, повторюсь, это тренд, да, это низкая посадка, это широкие брюки, это вот сочетание цветов, определенный минимализм, но от красной ковровой дорожки, будем честны, я ожидаю чего-то более эффектного. Как стрит-стайл, да, как ковровая дорожка, нет. Далее, Heidi One и в Louis Vuitton. Тут не надо быть экспертом модным, чтобы понять, что на нем Louis Vuitton. Я, кстати, видела этот плащ в их коллекции. Еще тогда подумала, как же это носить и как это адаптировать в обычной жизни мужчинам. И вот ответ не в обычной жизни, а на ковровой дорожке. Интересно, опять же, за счет того, что здесь сам по себе вот этот плащ, он трендовый, он узнаваемый, и он выглядит как костюм. Мужчинам действительно тяжело сделать что-то интересное, экстравагантное, но при этом не уйти в какую-то пошлость и вульгарщину. Поэтому, среди мужских образов хотя бы интересные. Хотя, повторюсь, мне бы хотелось чего-то интереснее, а не так, что на обычный образ этого молодого человека просто накинули вот такое вот пальто от Louis Vuitton. Возможно, там под пальто что-то интереснее скрывается, но я на других фотографиях не видела. Оливия Родриго выбирает Кристиан Диор, и это вот та история, о чем я говорила, такое ощущение, что некоторые стилисты обращаются к прошлому, но недостаточно ретро. Она полностью олицетворяет для меня образ выпускницы 2010 года. И я могу сказать, что в 2010 году действительно был актуален неон, он и сейчас актуален, да, я вам об этом говорила в подборках трендов, но посмотрите на обувь, вот этот ремешок прям черного цвета, потому что черное с неоном было в 2010-м, даже, наверное, знаете, 9-й, 8-й, где-то так.
на пике. То есть все девчонки обожали это. Что современно, это макияж, потому что макияж, он все-таки отражает такие современные тенденции, не залаченные вот эти локоны, тоже больше уже к нашему времени. А сам вот образ, если отсечь макияж и укладку, мне кажется, ну вот как-то совсем из 2010-го, не в обиду этому году будет сказано, конечно, но вот не самый лучший образ от Кристиан Диор, да, простят меня мои подписчики. Оли Марс, и у него наряд довольно необычный в том плане, что мужчины не так, чтобы часто выбирают какую-то супер необычную обувь. Они либо костюм выберут какой-то экстравагантный, либо выберут просто кроссовки и кеды. И именно вот такая вот игра с обувью, я ее встречаю редко. Здесь, кстати, она присутствует, и утрированные такие ботинки, их редко выбирают, так что балл за смелость. Моно лук смотрится, конечно же, эффектно, и то, что это не черный, не белый, это цвет, но как-то супер стильным мне это не кажется за счет блестящего галстука. Простите, вот какие-то ассоциации, и пуговицы. Вот эти черные пуговицы, они вроде с обувью перекликаются, но как-то дешевят весь этот наряд, и образ не выглядит, вот киньте в меня сейчас что-нибудь дорогим. Вот хочется немножко лоска этому образу добавить. Вот мужской образ от Симба, например. Вот такое ощущение, что человек исполняет кальян-рэп в нашей стране, потому что вот примерно так наши исполнители кальян-рэпа в том числе и одеваются. Здесь тебе Гуччи, такое, чтобы прям считывалось, чтобы все понимали, что ты в Гуччи. У рэп-культуры вообще есть свои нюансы, но вот нет, это тоже неудачный мужской образ, и для меня это вот тот вот вариант, когда пошловато. Пошлая мужская мода. Джесси Уэйр в Валентино. И Валентино в последнее время меня не радует на красных ковровых дорожках в том плане, что стилисты как-то странно это обыгрывают. Мне кажется, возможно, все очень грубо за счет вот этих вот перчаток и за счет макияжа, который невероятно просто утяжеляет образ и делает его дешевле. Если бы она собрала волосы и сделали ей более правильный макияж, потому что, во-первых, он ей просто глаза вот так вот поворачивает, потому что здесь абсолютно не соблюдена правильная форма, здесь нужен другой мейк. Распущенные волосы в данном образе это слишком. И как вам вот доказать, что это слишком? Дело в том, что здесь очень много ткани, которая вот просто, получается, идет сзади, вот этот вот шлейф, и волосы, они как бы фонтаном объединяются с этим шлейфом и выглядят чересчур. Если бы волосы были собраны, шея бы выглядела длиннее, потому что вот эта вот полупрозрачная ткань, как чокер, она зарезает шею. Если бы волосы были собраны, смотрелось бы изысканнее, но вкусовщина. Бой Джордж, конечно же, себе тоже не изменяет, он не появляется в чем-то классическом на ковровых дорожках, но здесь мне нравится хотя бы то, что есть головной убор, мужчины как-то их в последнее время не жалуют, кроме Гарри Стайлса, но сочетание всего, оно несочетаемое, простите за тавтологию, потому что вот по отдельности мне все эти вещи кажутся классными, то есть и шляпа, и вот это пальто, и сам костюм, но только по отдельности, в сочетании нет, это как, знаете, серии все лучшее сразу, и можно сделать образ отдельно основанный, образующийся на этой шляпе, на пальто, на костюме, но все вместе смотрится провально, и макияж, он, конечно, здесь тоже не совсем соответствует образу. Эч Ододу в наряде от Рим Джоан, и мне в этом платье есть к чему придраться, вот честно, да, вот вы понимаете, что вот это вот обилие микродеталей в районе груди, они грудь делают очень странные формы, не украшают, но на это можно было закрыть глаза, если бы не оттенок. Он не очень красиво сочетается с ней, вот, то есть не совсем. Вот мне хочется добавить немножко насыщенности, потому что именно вот такие вот приглушенные пастельные оттенки, они идут девушкам, у которых кожа чуть-чуть светлее. Это вот тоже вкусовщина, если вы там верите в цветотипирование. Я, например, тоже избегаю таких оттенков, потому что, ну, они выглядят довольно бледно, а чтобы подчеркнуть там ее красоту, ее эффектность, нужно выбирать что-то более насыщенных
цветов. Но в целом здесь можно поставить лайк за то, что нет лишних украшений. Распущенные волосы здесь тоже уместны, потому что они откинуты назад. Если бы не оттенок, этому платью можно было бы простить даже вот эту непонятность в районе корсета, потому что, ну, как-то вот прям ни о чем. Кстати, мужчины, да, вот тут у нас Оли Александр в Гуччи, то есть когда считывается сразу все, вот такие вот образы вполне можно было ожидать от Гарри Стайлса, но меня не цепляет. Вот хоть убейте, вы знаете, вот душа не лежит, я не могу даже объяснить, почему. Если у вас есть предположение, почему мне это не нравится, кто давно меня смотрит, напишите обязательно в комментариях, потому что мне вот просто чего-то не хватает. А чего? Вот тебе и рыжие волосы, вот тебе и перья на рукавах, и принт. Наверное, мне не нравится принт, да? Я думаю, что этот звездный принт, он как-то, нет, не очень выигрышно выглядит. Целест выбирает наряд, который у всех модных критиков в самых лучших, самых ярких, интересных образов этой ковровой дорожки. Я, наверное, могла бы с ними согласиться, но не соглашусь, потому что для меня это выглядит как какой-то такой подуставший черный лебедь. То есть в плохом смысле этого слова как-то общипано, что ли, выглядит вот этот вот ободок на голове. То есть у меня ассоциация с фильмом «Черный лебедь», но только не в хорошем смысле, потому что здесь ни формы, ни пропорции, как вот просто на нее надели, знаете, вот эта штука, которой пыль вытирают от статического электричества. Причем я здесь даже поощряю задумку с обувью, с черными колготками. Вот это правильно, потому что если бы были, например, телесные колготки или их отсутствие, выглядело бы еще хуже. Но не только женщины, но и мужчины у нас делают отсылку к нулевым. Посмотрите, как вам. Вот прям нулевые из не самого их, наверное, лучшего исполнения, ну, во всяком случае, ярко. А вот что по поводу, опять же, этих антистильных нулевых, так это вот Талия Сторм в этом вот костюме, который, с одной стороны, нам как-то отдаленно может напомнить бренд Yves Saint Laurent, но нет, это абсолютно не ДНК этого бренда в этом образе. Пошло, вульгарно, устаревший. И здесь плохо все. Давайте начнем с обуви, которая абсолютно не актуальна. И вот эти огромные платформы зачастую, я заметила, как раз-таки носят на британские премии. Не знаю, с чем это связано. Не актуальный абсолютно фасон самого этого костюма. Это, если вы следите за трендами, то прекрасно понимаете, что не модно и вот уже относится к пошлому. Зачем здесь украшение на шею? Оно лишнее. Вот знаете, вот такое ощущение, что его надели в последний момент перед выходом. О, давай-ка еще это надену. Плохо. Клатч. Это клатч? Это... Зачем-то здесь решили надеть все лучшие кольца сразу. Волосы, ну к ним вот вообще минимум претензий будет. И макияж. Что с визажистами Великобритании? Почему так не актуально и почему так зарезающий форму глаз знаменитостям? Не понимаю. Понимаю, что, наверное, хотели сделать драматичный эффект в сочетании с этим костюмом, но получилась пошлятина. Вот, да, считаю это пошлятиной. Далее у нас Рэй, если я правильно произнесла. Ну, здесь нужно понимать, что это не просто образ. Это не то чтобы отсылка, это прям пародирование образа легендарного Мэрилин Монро. Я думаю, все вы видели и сам фильм, и саму сцену с бриллиантами. И оценивать, соответственно, этот образ можно только как наряд на Хэллоуин. Я не представляю, для чего это надевать, потому что это выглядит не настолько даже роскошно. Само платье не выглядит так дорого, даже как то, которое было надето на Мэрилин. Действительно, такое ощущение, что Хэллоуин и еще в груди не по размеру. То есть наряд на Хэллоуин решили надеть на красную ковровую дорожку. Ну, в целом, как бы их право. Лиэн Лехевас надевает Скьяпарелли, и здесь, с одной стороны, да нет, ребят, здесь нет никакой стороны, мне не нравится этот наряд. Обувь еще можно понять, но, опять же, все вместе смотрится плохо. Перчатки нет. Такое ощущение, что руки супер длинные какие-то получаются, и это здесь диспропорционально за счет выреза на платье. Во-первых,
Я просто не понимаю эту ткань. Мне абсолютно не нравятся цвета. Мне не нравится само по себе это платье. Его тяжело стилизовать. И здесь у стилиста, собственно, ничего не получилось. Как-то не настолько красиво, чтобы быть сценическим нарядом. И в то же время провально в плане цветов и стилизации. Ну, один из самых худших нарядов, которые мы, наверное, с вами видели. Хотя нет, здесь у нас, пожалуйста, Мейбл в Тони Уорд. У меня нет никаких претензий к бальницам. Я сама занималась бальными танцами. Но вы сами все видите. Это действительно наряд. Такое ощущение, что с бальных танцев, только он немножко длинноват. Такое ощущение, что она сейчас поскочит на паркет. И это, опять же, может, есть какой-то заговор нулевых, но есть нулевые, а это 2010-е. Вот я вам, кстати, все в видео говорила неправильно. Получается, не нулевые, 2010-е. Эти антитрендовые вещи каким-то образом еще сохранились, их продолжают делать, и они попадают на ковровые дорожки, и это плохо. Как наряд бальницы, мы бы с вами могли его еще оценивать, но как наряд на красной ковровой дорожке, зачем, почему, для чего и почему это так дешево выглядит? Эта ткань выглядит супер дешево. Нет, просто очень плохо. Гриф в наряде своего бренда, и здесь образ. Здесь у нас не просто наряд, который подразумевается, что мы будем обсуждать, это не какое-то платье обычное, нет, здесь образ, который можно применить в клипе, сценический, промо своего бренда, и это такой эльф или инопланетянка. И такие наряды, соответственно, стоит оценивать только как образы. Мне кажется, что это не настолько интересно, чтобы, если бы я была режиссером, я бы хотела снять его в клипе. Нет. У меня такой реакции нет, и именно так я обычно и оцениваю образы. Не наряды, а именно образы. Если бы я была режиссером, сняла бы я это в своем клипе. Нет, здесь ответ однозначный. И вот и мужские наряды, и женские. Вот как-то эта премия меня очень разочаровала. Не знаю, вот каждое новое видео, каждая новая премия вызывает у меня такие чувства, что зачем? Ну почему стилистов же так много? Их с каждым годом становится все больше, а звезды одеваются все хуже и хуже. Я понимаю, что есть какие-то алмазы, бриллианты, которые умудряются каждую премию выглядеть роскошно, но все больше знаменитостей действительно выбирают для себя какие-то наряды, которые нас с вами, там, обыватели, которые хотят посмотреть за чем-то необычным, интересным, но в то же время эстетически красивым, мы этого не получаем, и мне от этого становится грустно, да, потому что я в целом всегда любила смотреть ковровые дорожки из-за того, что там было очень много вдохновения, очень много красоты, и мне было просто приятно созерцать на эти потрясающие костюмы, на образы, макияжи. Сейчас я не одна это заметила, я подписана на визажистов, стилистов, и все говорят о том, что, возможно, сейчас один из самых провальных этапов в плане моды на красных ковровых дорожках, и можно сказать, что карантин с этим связан, но нет, ребят, мы все соскучились по красивым вечерним нарядам, и нам это не дают. Я требую просто какой-то забастовки зрителей, чтобы мы с вами наконец-таки снова получали красоту. В общем, вот такое вот мое негодование. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Может, мне кажется, а может, не кажется. Обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие ролики, потому что ютубчик почему-то скрывает мои видео от вас. Не знаю, вот такой вот он негодяй. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что у меня там много всего интересного. Мы там с вами на связи. Я в сторе сейчас более активно. Стараюсь там отвечать на ваши вопросы. В комментариях можете задавать свои вопросы. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока! Итак, до этой части видео остаются только самые проверенные зрители, поэтому ура, ура, ура! И у меня к вам вопрос. Вот если бы вам сказали, через неделю нужно идти на какую-то классную премию, давайте пусть это будет Оскар, что бы вы надели? Вот опишите наряд в комментариях, потому что все равно остальные не поймут, что вы там описываете. Наряд, который вы бы надели на красную ковровую дорожку. Может, у вас есть какой-то inspiration, то есть наряд какой-то знаменитости, который вы бы воссоздали, либо просто опишите макияж, прическу, обувь, там, не знаю, даже клатч, опишите все. Мне реально очень интересно, что бы вы выбрали и вот в какую сторону вы сейчас смотрите.